5-е занятие – закрытие второго уровня. Первый уровень мы с вами рассмотрели, в основном это что? Материальные ценности, да, законы, связанные с ними, и включая плюс физическое тело, да, то есть материальное. Второй уровень – это в большей степени социальное, то есть мы взаимодействуем с другими людьми. Поэтому 2 занятия у нас по закрытию второго уровня. Первый блок вопросов, да, это как бы основа второго уровня, то есть второй уровень – это Садхистхана, она за него отвечает, то, что касается лепестков. Если говорить в целом по данной теме закрытия второго уровня, то суть она, ну, по большому счету такая же, как и на предыдущем. Да? Но если, скажем, первый уровень закрыт, по второму, ну хотя там по-разному, но в основном, по второму уровню суть в чем? Чтобы использовать возможности второго уровня или судьбу получить второго уровня, закрыли второго уровня, значит можно третьего, закрыли третьего, значит можно 4-го уровня получать судьбу. А судьба это в том числе что? Уровень самореализации, да, уровень доходов, возможности, которые получает человек, да, его окружение, да, с кем он взаимодействует, да, по жизни, как он там проводит время и все остальное. Да, это уровень судьбы. Уровень возможностей, да, разный. И с каждым уровнем он растет. Поэтому, чтобы получить, да, вот, возможности второго уровня и двигаться дальше, нам нужно решать как бы 2 стандартные задачи. Задача первая – допущенные нарушения, да, ошибки, которые привели к различным кармическим последствиям. Кто-то сказал несправедливо, люди обиженные, голосуют, мы против того, чтобы этот человек получал призы. Он со старыми долгами еще не рассчитался. Да? А вторая задача – закрыть требования второго уровня. Да? То есть, по сути, второй уровень – это что? Как мы представляем себя в этом мире, да? Вот кто мы, и как мы взаимодействуем с людьми, как мы, скажем, участвуем в процессах, насколько мы ответственны за те процессы, да, за которые беремся. Да, если он может взаимодействовать с людьми комфортно, то он может работать на вот этом уровне по взаимодействию с людьми. Да? Ну, хотя бы. Поэтому нам нужно закрыть ошибки и сдать зачеты по второму уровню. Что здесь требований нет, тогда открываются двери, можно переходить на 3-й уровень по возможностям своей судьбы. Значит, основа по данному уровню. То есть если человек на 1-м уровне, в основном он учится что? Работать руками, ему нужно быть трудолюбивым, да, и честным. Да, не воровать, не халтурить, а ты работаешь, ты активен, и ты честно зарабатываешь там себе на хлеб насущий. Это действие. Да, вот человек должен научиться действовать и действовать честно. Основа второго уровня – это взаимодействие с людьми. Да, вот основа, что осваивает человек в целом с точки зрения, вот он рождается, душа много раз воплощается, что осваивает душа. 1-й уровень действия, 2-й уровень – внешняя форма. Все, что видят другие люди – это внешняя форма. Осанка, взгляд, улыбка, слыша там слова, которые произносите, мимика, жесты, имидж, что там вы делаете, там, обязательства, которые даете. Да, вот 2-й уровень. 3-й уровень – это внутренняя форма. Да, это эмоции, там, управление состоянием, общение с тонким миром. 4-й уровень – это работа с информацией. Миллионер – это человек, который способен работать с информацией, он способен запрограммировать процесс, да, и запустить его в тираж. Да. Поэтому основа – это внешняя форма, цель – безупречность. То есть человек, когда ставит, классно выглядеть, держаться, манеры, взгляд, улыбка, комплименты и все остальное. Вот я хочу. Да, когда он ставит такую цель, он к ней может идти. Внешняя форма. Да, основные программы, по которым мы с вами будем проходить, это то, что люди видят, да, это ваш имидж и манеры, они тоже должны быть, да, доведены до определенного стандарта, до высокого уровня. Фактически это показатель воспитанности. По основам и следующая основа, вот то, что они слышат, да, вот вы себя ведете, это этика, да, дипломатия. То есть вы не обижаете, не оскорбляете,
да, вы понимаете, что такое этичность, да, как располагать себе людей, чтобы они становились вашими союзниками, там, друзьями, ну, по крайней мере, не формировали аллергию в ваш адрес. То есть вы не забираете чужого времени, вы не присваиваете себе чужих заслуг или там чьи-то идеи присваивать или вообще что-либо, да. Присвоение любого не в чистом виде нематериального, это не вещь, это не предмет. Да, но вы хотите, чтобы думали, что оно ваше. Это ваши достижения, ваши заслуги. И присвоение чужого раз. Второе. Держать слово. Да, чтобы находиться на втором уровне, человек должен быть таким, слову которого можно верить. Если человек не держит свое слово, кому интересно с ним иметь дело? К сожалению, у них нет этого на уровне принципов, на уровне совести, на уровне чувства долга. Ты сказал, ты должен это сделать. Иначе ты теряешь свое лицо, у тебя нет чести. То есть человек на тебя рассчитывает, да? Что-то построил планы, и эти планы разрушаются. Да? Вы часть его жизни пускаете под откос. Да, никакой. Поэтому держать слово. Дальше. Взаимодействие по ролям. Да? То есть мы с вами говорили много раз. Не противоречия в ценностях, да, ведут к конфликтам. То есть если люди воспитаны, они садятся за круглый стол и начинают диалог. Цель – прийти к согласию, да, найти какое-либо решение, которое устроит две стороны, понимая, что интересы разные, там, ценности разные, там, всякие разные обстоятельства существуют. При этом уважая друг друга. А если у людей роли не выстроены, да, это вышестоящий, нижестоящий, равный, они, вот эти роли не отработаны, то люди входят в конфликт на ровном месте. Или там другие нарушения. То есть роли должны быть отлажены. Да, поэтому четкость ролей, да, иерархия. Дальше. Способность не входить в конфликты. Часть людей, они просто провоцируют конфликты, да, там включают эмоции. Поэтому умение, ну, самые глупые люди, они создают конфликты, да, на ровном месте. Самые умные люди, там, где возникает конфликтная ситуация, они могут ее погасить, разрядить, да, там, переключить внимание, перевести в юмор. Да, они могут снимать конфликты. Поэтому бесконфликтность. Дальше. По отношению к телу. На втором уровне регулярные тренировки, спорт – это норма. Норма. Ну и последняя программа на сегодня – это внимательность. Общаясь с человеком, ты смотришь на человека. Ты смотришь, да, ты хочешь услышать все, что он говорит, и ты понимаешь его настроение, где-то там перегнул палку или еще что-то, или интерес потерян, или напряжение какое-то возникает. Ты находишься здесь и сейчас, ты понимаешь, ощущаешь, видишь, что происходит.